Здравствуйте, уважаемые участники клуба «Английский с нуля» проекта «Активное долголетие». Рада приветствовать вас на очередном видеоуроке, посвященном основам английского языка. Сегодняшняя тема посвящена Международному дню памятников архитектуры, поэтому мы будем говорить об этом. Итак, хотелось бы начать с определения. Что же такое архитектура? Начну на английском с дальнейшим переводом на русский. Architecture is a building art, the ability to design cities, create residential buildings, squares and streets, to break up, that is, to design gardens and parks. Архитектура – это строительное искусство, умение проектировать города, создавать жилые дома, площади и улицы, разбивать, то есть намечать парки и сады. Unlike other works of art, paintings, sculptures, works of architecture, people not only observe but also constantly use in the house they live, in the office they work, in the theater, cinema, circus go to have fun. В отличие от других произведений искусств, картин, скульптур, произведения архитектуры люди не только наблюдают, но и постоянно используют. В доме живут, в офисе работают, в театр, кино и цирк ходят развлекаться. Хотелось бы сказать, что в архитектуре используется труд людей многих профессий, таких как архитекторов, дизайнеров, строителей. Архитектор по-гречески означает «старший строитель». Он придумывает, как будет выглядеть здание, разрабатывает проект и следит за ходом строительства. И чтобы стать архитектором или строителем, безусловно, нужно много учиться и многое знать. Например, дорогие участники, знаете ли вы, что такое колоннада или перистиль? Хотите узнать? Давайте совершим экскурсию по разным странам и эпохам, рассматривая памятники архитектуры. Древние египтяне создали много архитектурных сооружений. Про пирамиды вы, разумеется, уже слышали. А еще древние египтяне были создателями обелисков, сооружений в виде столбов, устремленных в небо. And the ancient Egyptians were the authors of the obelisks, structures in the form of pillars directed to the sky. Many architectural monuments were left by the Greeks. In Athens, in Greece, stands the Pantheon, a temple surrounded by a colonnade. Да? Например, много архитектурных памятников были оставлены греками. Так, например, в Афинах, в Греции, стоит Панфенон. Это храм, окруженный колоннадами. Colonnade is an ensemble of columns. Колоннада – это ансамбль из колонн. Ancient architects are called architects, and ancient architecture is called antique. You probably noticed that the ancient architecture of antiquity is powerful and majestic. Древних архитекторов принято называть зодчими, а древнюю архитектуру – античной. Вы наверняка заметили, что античная архитектура довольно-таки величественная и мощная. Давайте сейчас переместимся в Италию и посмотрим на Колизей. Let's move to Italy in its capital Rome. Look at Colosseum. The Romans brought in ancient architecture, semicircular openings in the wall, arches. Fast forward to Turkey, to the city of Istanbul. The temple of Hagia Sophia is located glider. This temple is a grandiose building of the Byzantine style. Byzantine-style buildings are superbly decorated, shining with mosaics. When decorating the interior, precious stones and metals were used. A new Romanesque style of architecture was born in a difficult time, full of wars. Terrible forest blows from the castles and monasteries of that harsh area. The strength of the building is the main concern of the Romanesque builders. Перенесемся теперь в Турцию, в город Стамбул, где находится храм Святой Софии. Этот храм – грандиозное сооружение византийского стиля. Здания византийского стиля великолепно оформлены, сияют мозаикой. При отделке их внутренних помещений использовались драгоценные камни и металлы. Новый романский стиль архитектуры зарождался в сложное время, полное войн. Грозной силой веет от замков и монастырей той суровой эпохи. Прочное здание – это главная забота романских строителей. Перенесемся в Италию.
Пизанский собор – это тоже пример архитектурного сооружения романского стиля. Обратите внимание на массивные стены, полукруглые арки, множество горизонтальных линий. А вот совсем другой пример архитектурного искусства – храм Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари во Франции. Собор выполнен в готическом стиле. Сооружения готического стиля возвышенные, стремящиеся к небу, легкие и воздушные. Давайте послушаем, как этот абзац будет звучать на английском языке. The Leaning Cathedral of Pisa is also an example of an architectural structure of the Romanesque style. Pay attention to the massive walls, semicircular arcs, many horizontal lines, and here is a completely different example of architectural art, the Notre-Dame de Paris, Cathedral in Notre-Dame in France. The cathedral is made in the Gothic style. Gothic-style buildings are elevated, aspiring to the sky, light and airy. Вы увидели, что архитектура в разных странах отличается и меняется со временем. Но оказывается, искусство может обращаться к прошлому. Так произошло в эпоху Возрождения и так называемую эпоху Ренессанса. Архитекторы Возрождения брали пример с зодчих Древней Греции. Простые мощные колонны, использование перистиля внешней колоннады, соотношение высоты и ширины здания. Все в точности соответствуют античным памятникам архитектуре. Давайте теперь разберемся, какие же еще стили есть в архитектуре. Например, барокко. Baroque means twisted round triangle. In its style, ceremonial, decorative, magnificent buildings were created. Барокко означает искривленный, неправильный, странный, причудливый. В таком стиле создавались парадные, декоративные, пышные здания. Earlier, wealthy people built castles for themselves and later luxurious places, especially intricate, decorated inside. The Baroque style grew into the Rococo style, exaggeratedly fragile, elegant, sophisticated. Delicate colors have come into fashion, pink, blue, gray. Gliding has become brighter and lighter. Straight lines disappeared, curved details appeared. Раньше богатые люди строили себе замки, а позже роскошные дворцы, особенно причудливо украшенные внутри. Стиль барокко перерос в стиль рококо, преувеличенно хрупкий, изящный, утонченный. В моду вошли нежные цвета – розовый, голубой, серый. Позолота стала светлее и легче. Пропали прямые линии, появились изогнутые детали. Classicism means exemplary. Buildings in the style of classicism, strict, simple and clear. A striking example of the building of the Louvre. A remarkable monument of the style is the ensemble of the Royal Palace in Versailles. Классицизм означает образцовый. Здания в стиле классицизма строгие, простые, ясные. Ярким примером служит здание Лувра. Замечательным памятником этого стиля является ансамбль Королевского дворца в Версале. Empire, ампир, is an architectural style that combines Roman classics and Egyptian motifs. Translated from Latin, empire means command and power, and the decoration of buildings use military emblems, crossed swords and spears, shields and helmets. Ампир – это стиль архитектуры, который означает римскую классику и египетские мотивы. В переводе с латинского ампир означает командование или власть. В украшении сооружений используются военные эмблемы, скрещенные мечи и копья, щиты и шлемы. Продолжим перечислять стили, и следующий у нас на очереди историзм. Прочту на английском языке определение. Historism style architecture turned to history for themes and images. The creators of the Art Nouveau style, on the one hand, thought simple designs using reinforced concrete, glass and ceramics. On the other hand, for interiors and facades, they used paintings, sculptures, moving forms and lines. Архитектура стиля историзма обратилась за темами и образцами к истории. Создатели стиля модерн, с одной стороны, стремились к простым конструкциям, применяя железобетон, стекло и керамику. С другой стороны, для интерьеров и фасадов они использовали росписи, скульптуру, скользящие формы и линии. Давайте разберем быстро, что же такое фасад и интерьер. Прочту на английском с дальнейшим переводом на русский. What is facade or interior? The facade is a view of the building from the outside, from the street. The facade includes walls and windows, doors and roofs, front doors, stairs. And the interior in the way the building looks inside, the walls, ceilings and floor. All the furniture, chandeliers, lamps, vases and other things decorating the house.
Фасад – это вид здания снаружи, с улицы. Фасад включает в себя стены и окна, двери и крыши, парадный вход и лестницу. А интерьером называется то, как здание выглядит внутри. Как отделаны его стены, потолок и пол, вся мебель, люстры, светильники, вазы и другие вещи, украшающие дом. Архитектурные памятники создавались не только в древние времена. В наши дни тоже создают архитектурные шедевры. Например, центр Помпиду в Париже, созданный в стиле конструктивизм. В этом здании очень необычный эскалатор. Он находится снаружи и прикреплен к нему тросами, как шлюпки к кораблю. Снаружи центр Помпиду смахивает на огромный завод. Трубы, непонятные конструкции. Главная идея архитекторов была разместить снаружи то, что должно быть внутри. А затем были выбраны цвета. Голубой – вентиляция, зеленый – водоснабжение, а желтый стал подходящим для электросетей, красный – для лифтов. А вот архитекторы стиля постмодернизм пытались внести в архитектуру выдумку, фантазию или даже игру. Art Deco masters use zigzag and stepped shapes, wide curved lines. Can you see the pattern of piano keys in the spire of the Chrysler Building skyscraper? This means the skyscraper corporation built in 1930, one of the symbols of New York. Мастера стиля арт-деко применяли зигзагообразные ступенчатые формы, широкие кривые линии. Например, сможете ли вы разглядеть узор клавиш фортепиано в шпиле небоскреба Chrysler Building? Небоскреб корпорации Chrysler, построенный в 1930 году и один из символов Нью-Йорка. А вот современное здание мэрии в Лондоне скорее напоминает яйцо. Прочту на английском. The modern city hall in London looks more like an egg. In addition, the building is still titled. And if you take a closer look, you will notice that it is wider in its middle part than in the lower, at the base. High-tech style is glass, metal and plastic, rigor and simplicity of designs. Here in the UK, but only in another city, Glasgow, is a modern architectural masterpiece, the center of science. The most interesting thing about it is the tall tower. It turns out that can spin. К тому же здание еще наклонено. А если вы внимательно присмотритесь, то заметите, что оно в своей средней части шире, чем в нижнее основание. Стиль хай-тек – это стекло, металл и пластик, строгость и простота конструкции. Здесь же, в Великобритании, но только в другом городе, Глазго, расположен современный архитектурный шедевр – Центр науки. Самое интересное в нем – это высокая башня. Оказывается, она может и вращаться. И вот еще одно современное архитектурное чудо – это здание оперы в Сиднее. Someone compares this building with a sailboat, someone with a snowy mountain peak, and someone even with an orange slice into slices. Interesting version, isn't it? This style of architecture is often called organic. The architects focused on nature when creating their products. Кто-то сравнивает это здание с парусником, кто-то со снежной горной вершиной, а кто-то даже с апельсином. Очень интересная версия, не правда ли? Такой стиль архитектуры часто называют органикой. Архитекторы при создании своих проектов ориентировались на природу. Также существует стиль техно. Techno style uses technological designs, sometimes even fantastic ones. Да, стиль техно использует технологические конструкции, иногда даже фантастические. Buildings in the style of deconstructivism. These are not destroyed buildings, but the result of the experiments of architects. Is it possible to create wrong houses? Здания в стиле деконструктивизм – это не разрушенные здания, а результат опытов архитекторов. Можно ли создавать неправильные дома, как вы думаете? Говоря о современной архитектуре, нельзя не упомянуть о небоскребах, высоченных зданиях. Небоскребы видны издалека и часто становятся символами городов, в которых они построены. И ярким примером служат небоскребы-близнецы в городе Куала-Лумпур в Малайзии. Куала-Лумпур in Malaysia. Небоскреб по-английски будет skyscraper. A skyscraper is not just a tall building. This is a unique architectural work. Now you see the tallest building in the world. It is located in Taipei, on the island of Taiwan in China. The amazing appearance of this building is created using lightning. Небоскреб – это не просто высокое здание, это неповторимое архитектурное произведение. Сейчас вы видите самое высокое здание в мире. Оно находится в Тайбэе, на острове Тайвань в Китае. Еще в древности перед архитектурой ставили три задачи: польза, прочность и красота.
Каждое здание должно быть полезным, жилое здание должно быть удобным для жилья, театр должен подходить для показа спектаклей, а школа должна быть удобна для учебы детей. Также важно, чтобы каждое сооружение было долговечным, прочным, ведь здания создаются не на 1 год, а надолго. Но архитектура не стала бы искусством, если бы забыли о третьем важном требовании – красоте. Каждый архитектор стремится сделать свое творение не просто красивым, но и неповторимым, не похожим на другие. Дорогие участники клуба, сегодня мы рассмотрели с вами основные направления в области архитектуры, совершили экскурс по разным странам и эпохам, рассмотрели самые яркие достопримечательности. Я надеюсь, что этот видеоурок был полезен для вас. Желаю вам успехов в изучении иностранных языков, с наступающей Пасхой и до новых встреч!